Друзья мои, доброе утро! С вами на канале Анна Ольга Николаевна. Сегодня праздник церковный, праздник важный, День Святой Троицы. И мы с вами приготовим вот такие вот овощи с мясом, что лучше беляшей и пиццы. Такое блюдо. Посмотрите, я разрезала капусту. Молодая капуста, молоденькая, такая мягкая, рыхленькая. Но я ее разрезала на такие пластики. Лист смазала маслом и сверху положила фарш. Все, духовка разогревается. И это мы все отправим в духовку. И то, что у нас получится, мы с вами увидим. Доброе утро, друзья мои! Снова на канале Анна Ольга Николаевна. И вы со мной. Начинали это блюдо готовить. А сейчас я уже достала из духовки вот такие. Сейчас я покажу, пока еще горячие. Вот такие стейки из капусты с фаршем. Да, вот такие. Сейчас я вам еще покажу. Вот так вот, по идее, что было. Да. Сегодня я уже сказала, праздник. Праздник божественный такой. Серьезный праздник. Праздник Святой Троицы. Так, сейчас я достану вот сюда вот красивое блюдо. Такое, как бы посимпатичнее, чтобы у меня эти стейки были на тарелочке. Вот таким вот образом. А это я отодвину, чтобы у нас было посимпатичнее все. Да, и сейчас я прорекламирую это блюдо. Значит, вот такое блюдо у нас с вами получилось. Еще раз говорю, сейчас подальше эту перчатку. Стейки из капусты с фаршем. Рекомендую попробовать обязательно. И надеюсь, что вам понравится. И уверена, что вам понравится. Делается это очень легко. Я сейчас повторю. Капуста срезается на такие, в общем, полосочки, круглые полосочки. Толстые не надо делать, примерно сантиметр-полтора. Причем не верхние листочки, которые слабенько держатся, а которые ближе как бы к центру. Они так плотно держатся между собой. И мы срезаем их. Ну, можно, если семья, конечно, побольше, то можно и лист побольше применить и разложить на лист порционно побольше. У меня 3 всего, мне этого достаточно. Я сегодня, в принципе, не буду, наверное, дома находиться. Я буду гулять, буду где-то в гостях и так далее, с кем-то встречаться. Ну, естественно, с родственниками, со знакомыми. Вот. И, значит, продолжу рассказывать. На лист эти срезанные кругленькие кусочки из капусты. Сверху я положила фарш. Фарш приготовленный, посоленный, поперченный. Влажными руками делаем. Вот такую вот плоскую котлеточку. Ее раскладываем на капусту. Сверху я положила маленький кусочек такой, тоже не толстый, помидоринка. И сверху тертый сыр. Все. Это все в разогретую духовку на 30 минут. И я больше чем уверена, что вам тоже это понравится. Во-первых, это быстро. Во-вторых, это вкусно. И рекомендую.
Ну и для красоты я уже здесь вот так вот сделала красные полосочки от перца. Да, у меня перцы купленные, поэтому я их стараюсь использовать. И сегодня, я уже сказала, сегодня День Святой Троицы. Поздравляю всех с этим великим праздником. С утра, конечно, ходят в храмы, но кто-то в храм идет, кто-то дома, может быть, может сам зажечь также и свечу, и встретить этот праздник в кругу близких, в кругу друзей. Не рекомендуется работать, да, не рекомендуется. Этот праздник, если только работают те, кто на предприятиях не может не работать. Да, а если по дому, там уборка, на огороде, там глажка, стирка, это все нужно отложить. Даже знаете, что рекомендуют? Не рекомендуют, а советуют. Если у вас сегодня какое-то торжество, там, ну, день рождения, положим, еще какая-то годовщина, то именно в этот день не нужно это отмечать. Тоже нужно отодвинуть на другой день. Да, и даже свадьбы отодвигают на другой день. Да, вот так. То есть, и хочу еще сказать такую примету. Ну, примета или обычай, или как хотите назовите. Если вы идете в храм с какими-то веточками от деревьев, то после этого вы с этими веточками приходите домой, и эта веточка вас в течение года, в общем-то, спасает от всех несчастий, от всех неприятностей, оберегает, да, оберегает. И молодым еще такой совет: рекомендуется встречаться, общаться под березкой и целоваться тоже под березкой. И после этого у вас будет семья дружненькая, и хорошо будете жить. Да, такая примета, да. Но стараться не скандалить в этот день, не ругаться и так далее. А вы знаете, у меня, ну уже теперь давно, конечно, была соседка. И вот ее папа, ну представьте, если она была мне, наверное, старше меня лет на 30, это в то время, когда мне было 35, например, а ей уже было 65, а ее отцу было и того больше, потому что это у нас семьи как-то еще ну, более осовремененные заводили детей пораньше, а иногда были и поздние дети в те давние времена, причем очень поздние, поэтому это ее папа был очень уже старенький. И вот он говорил такие вещи, вот именно о божественных праздниках таких. Он говорил так, что работать не грешно, а вот сквернословить грешно в такие праздники. Ну, я где-то соглашусь с этим, да. Наверняка это так. Так что сегодня мы с вами приготовили стейки из капусты с фаршем. Хочу сказать, что совершенно легко это делается, и попробуйте тоже приготовить. А я сегодня, знаете как, водичку хочу вот попить утречком и ложечку меда. И все. Очень, думаю, полезно. Медок, водичка утречком, то, что надо. Так что всех поздравляю еще раз с этим великим праздником Святой Троицы.
И нежелательно ходить в какие-то дальние походы, начинать дела, в темные какие-то места. Одному нежелательно. Надо ходить компанией. Это будет безопасно. Да. Именно в этот день, по преданию, значит, может где-то встретиться нечистая сила. И если вы будете купаться, может быть тоже там опасно и так далее. В общем, нужно быть очень-очень осторожно. Так что всех с праздником еще раз. С вами на канале Анна Ольга Николаевна. Подписывайтесь. Я рада и счастлива, если вы будете со мной. Я со своей стороны тоже дружу со всеми. Захожу, стараюсь тоже жить вместе с вами вашими интересами, а вы моими. Так что до встречи и пожелаю добра, благополучия, мира и всего наилучшего. С праздником! С вами Ольга Николаевна. И до встречи!